Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня у нас будут долгожданные георгины. Долго я к ним шла, долго я их делала, но все-таки у меня они получились. Почитала в интернете, оказывается, что их более 40 видов. Поэтому тут фантазировать можно сколько угодно, смотреть картинку и делать что-то подобное. Процесс это, конечно, не быстрый, но все-таки он того стоит. И скажу заранее, количество лепестков, которые я вам скажу, может отличаться от количества тех лепестков, которые у вас получится. Потому что склеивание каждого, так сказать, кулечка, каждого лепестка по-разному. Для основы я буду использовать шарик из фольги диаметром 2,5 см. Но я взяла толстую проволоку. Ножка у георгина не тоненькая. Как всегда, помогать мне будет Тася, поэтому давайте приступать. Серединку я делала из двух отрезков 2,5 на 12 см. Один отрезок я нарезала мелко, но вторую часть я сделала в виде лепестков приблизительно по 5 мм. Но в итоге могу сказать, что можно делать одинаковые полоски. Затем я беру ногтем и немножечко их выгибаю. И еще впоследствии я заметила, что все-таки мне нужно было основу обвернуть гофрированной бумагой, так как на первом моем цветочке не видна середина, а на втором цветочке моя фольга просвечивается. Поэтому лучше изначально закрыть, для того, чтобы в итоге у вас получилось все красиво. Ну и начинаем приклеивать. Приклеиваю первую свою заготовку, наношу снизу клей и приклеиваю так, чтобы нам закрыть полностью всю верхушку. Приклеиваю я приблизительно на одном уровне вместе с самой основой, для того, чтобы у нас сильно лепестки вверх не уходили. Ну и второй слой так называемых лепестков. Если вы хотите более пушистую серединку, вы просто делаете полоску длиннее. А теперь сами лепестки и самый долгий процесс. У нас будет 3 размера лепестков, но 4 ряда. На экране вы видите все размеры, но я все так же продублирую в описании к этому видео. Мы берем наш прямоугольник, складываем вдвое и вырезаем. Вырезаем форму лепестка. Сверху я срезала где-то треть лепестка, для того, чтобы у нас получился красивый кулечек. Затем наносим клей. Наносим его аккуратненько и все хорошенечко склеиваем. Себе в работе я также помогала деревянной шпажкой, но возможно сделать кулечки можно каким-то другим способом, более быстро, но я вот заморочилась, и у меня получились такие. Все наши 3 размера готовы. Мы потратили на это много времени, поэтому теперь доделаем сам цветочек. Первым рядом мы приклеиваем самые маленькие лепестки. Наносим снизу клей приблизительно на сантиметр, для того, чтобы у нас хорошо приклеилось и лепестки не торчали в сторону. Я приклеивала на одном уровне с серединкой, но по итогу на этом цветочке я поняла, что нужно было все-таки приклеивать чуть-чуть ниже. Но это не страшно, цветочек тоже в итоге получается красивый. Ну и приклеиваем мы лепестки рядышком друг к другу. Поэтому я и говорила, что количество лепестков по итогу у вас может поменяться. Я же приклеила, по-моему,
15 лепестков. На первом цветочке у меня 16 лепестков ушло, поэтому я говорю вам приблизительное количество, но вы уже будете смотреть. Если у вас где-то лепестка не хватит, вы просто-напросто его сделаете. Ну и таким образом приклеиваю все наши лепесточки по кругу. Смотрите, чтобы они были у вас на одном уровне, чтобы в итоге цветочек был красивый. Первый ряд готов, и приступаем ко второму. Мы берем наши средние лепестки. Наших средних лепестков больше всех, их 40 штук, и они у нас пойдут на 2 ряда. Да, 2 ряда я делаю одинаковыми лепестками. Начинаю приклеивать свои лепестки между лепестками первого ряда. Ну, по итогу не совсем у меня так получается, и они идут просто в разнобой. Также приклеиваю друг возле дружки. И еще второй ряд я опускаю где-то на 3-5 мм ниже, чтобы нам придать красивую форму нашего цветочка. И таким образом каждый последующий ряд у нас будет спускаться вниз. И вот видите, я немножко редко приклеила лепестки, хочется еще добавить, но я уже не буду этого делать. Теперь третий ряд. Также спускаемся на пару миллиметров ниже и приклеиваем все лепесточки. Вы же можете сделать большее количество лепестков и приклеить их очень плотно друг к другу. Тем самым у вас будет более такой набитый цветочек. Или же свой цветочек сделать более редким. Ну вот, 3 ряда наших готовы. Ну а теперь самые большие лепестки. У нас стоит главная цель снизу закрыть всю оставшуюся фольгу и сделать низ красивым. Поэтому приклеиваете все аккуратненько и приклеиваете стык к нашей проволоке. И 4-й ряд лепестков у нас получается не совсем на уровне 3-го, он будет немножко уже уходить вниз. Тем самым форма нашего цветочка будет более округлая. Ну а если вы хотите сделать более округлый цветочек, вы можете дальше сделать еще лепестки, такие, которые мы делали в 3-м ряду, приклеить. Они будут еще ниже, как во 2-м ряду, еще ниже и так сколько угодно, создавая форму ту, которая вам больше нравится. А теперь сам чашелистик. На чашелистик я взяла кусочек 4 на 4 сантиметра, вырезала лепесточки и снизу все хорошо приклеиваю. После этого тейпирую я бумагой. И готово! При желании вы можете сделать сами листья для своих цветочков. Все зависит от того, для какой композиции или для какого букета вы будете использовать свои цветы. Мне очень нравится результат. Единственное, я не особо уверена, что я хочу их еще делать. Это все-таки очень долго. Но если мой букет будет требовать такого цветочка, то я обязательно сделаю. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!